Доброе утро. Мы собираемся. Алиса встала первее всех. И первая готова, да? И мы сейчас едем в одно очень классное место. Всем доброе утро. Сегодня мы едем в один из самых крупных термальных комплексов на острове. Это сады Посейдона. Вход в источники находится прямо на берегу моря. Сегодня пасмурно и пляж пустой такой. Воду мы потрогаем потом, потому что из комплекса выходит выход прямо на свой пляж собственный. Сады Посейдона на Иске – это знаменитый термальный парк, известный своими уникальными природными термальными ваннами и богатой инфраструктурой. В парке есть бассейны разной температуры и состава, в том числе с естественным паром из грота. А также в парке есть термальные ванны вдоль берега, где вода нагревается подземной вулканической энергией. Заходим. Зашла? Так, мы зашли в комплекс. Здесь из-за погоды, из-за того, что май месяц, начало сезона, людей совсем немного. На парковке машин тоже немного. Вход на всех, на двоих детей и на маму мою обошелся нам 150 евро. Это дорого, но это полный день. Это безлимит, то есть ты зашел и ты можешь быть здесь до закрытия. Источники закрываются, сам термальный комплекс в 7 часов вечера. Ну, я не знаю, до 7 мы, конечно, не выдержим, дети проголодаются. Ну, сколько будем, столько будем. Дальше, есть еще один нюанс. Алису не пускают в большую спа-зону взрослую. Ей туда нельзя даже зайти вот так вот посидеть на шезлонге. То есть мы будем по очереди с ней, кто-то будет в детской зоне, мы будем во взрослой, потом будем меняться. Зачем они это сделали, я не знаю, потому что обычно каждый вменяемый родитель смотрит за своими детьми, плюс она всегда у нас в спасательных средствах, она всегда в жилетах. Красиво, вокруг очень. Цветы, идем? Красотища такая. А еще нужны шапочки всем, по 2,5 евро шапочка, и без них не пускают в бассейн. Я это все не люблю, но придется. Мы не можем дойти до бассейна. Алиса говорит, сфоткай меня тут, да? Так, идем искать change room, раздевалки. Здесь везде указатели, туалеты, несколько ресторанов есть на территории комплекса и 22 термальных бассейна. Здесь есть вот такие вот переодевалки и рядышком есть шкафчики, где можно оставить одежду. Еще дождик начал немножко моросить. Зона, в которую не пустят Алису. Это очень неудобно. Здесь есть такая зона, где купол. Если дождь, можно вещи кинуть здесь, а самим бегать по всем бассейнам. 2,5 евро одна шапочка, но мы, скорее всего, их одевать не будем, а просто для видовой. Но ты не зайдешь в бассейн без нее, ты в курсе? Сходит охрана, да, работники бассейна, и без шапок тебя выгонят. Откройте мне шапочку. Очень много видеокамер повсюду. Утро и народу почти нет, пляж пустой. Мы нашли детскую зону, есть вот такой бассейник, и вон там еще, в общем, здесь мамы, которых ущемили и не пустили с детками в спа-зону. Все, мы первые решили отдать Алисе фору, пусть она поплавает здесь. Сейчас мы здесь Алису выкупаем хорошо. И потом будем прорываться, чтобы она хотя бы могла на шезлонге рядом с нами посидеть. Есть вот такой большой плавательный бассейн с прохладной водой. Мы в него не пойдем. И очень странно, но сюда тоже можно детям маленьким. Вот меня, конечно, возмущает неудобство, почему я с Алисой, да, со своим ребенком не могу нормально плавать в обычных бассейнах термальных. Это я должна заплатить 150 евро и целый день со своим малышом вот в этом лягушатнике просидеть. Ну, это вообще, конечно, очень жестоко. Везде так пусто, хорошо, интересно, как здесь в разгар сезона. Наверное, много народу. Здесь есть зона вот такого ресторана. Позади нас один из бассейнов. Мы сейчас попробуем в него залезть. Он теплый. Алису мы спрятали. Да, дождик моросит. Алису мы спрятали за пальмой немножко, чтобы ее не увидели, потому что детям маленьким даже зайти сюда нельзя, в эту зону. Это, конечно, капец. Тая пытается проникнуть в бассейн без шапочки. Сейчас засечем время, через сколько секунд охранник начнет к тебе бежать. Мне интересно, какой температура тут вода? Ну, здесь это 25-27 градусов, наверное. Мне кажется, 30. Короче, охранник уже ей там что-то машет, но она делает вид, что она не понимает, о чем речь.
А у меня эта придурочная шапочка. Она меня, блин, ужасно раздражает. Ну, плавать-то хочется. Вы еще бабушку не видели, да? Я говорю, вы еще бабушку не видели. Бабушка тоже очень любит шапочки, да? Он ленится к тебе идти. Он сейчас будет ловить твой взгляд, чтобы ты на него посмотрела и вышла из бассейна. Короче, уже Тае показали, что пора на выход. Тая делает вид, что она не понимает. Не, я поплаваю на Итальянский, да? И английский. Английский понимаю, но... Я тоже не люблю эти шапки, они меня раздражают. Ну что делать? Ну правильно. Он идет назад, ну ладно. Алису мы так спрятали. Вон, видите, то полотенце белое на шезлонге лежит, горка вещей. Там Алиса под ним. Мне кажется, можно вокруг этого островка ходить, чтобы он не видел меня. Бегать будешь от него? Да. Вот эта горка вещей, это там Алиса шевелится. Выгоняют нас со спа-зоны из-за Алисы. Из-за того, что она там начала кричать, мама, мама, ее заметили и говорят, что даже на шезлонге она посидеть не может. Это, конечно, жесть полная. То есть ребенка нужно бросить, оставить там в детской зоне в другом конце комплекса или на море где-то, а самим отдыхать. Либо вообще не отдыхать, сидеть с ребенком на песке. Горячий источник, пар идет. Я поняла, что мы сегодня целый день будем бегать из бассейна в бассейн и прятать Алису. Вот этим будем заниматься. Бассейны расположены террасами вверх по горе. Сейчас будем переходить в другую зону. Дети здесь чувствуют себя пострадавшими и ущемленными. Алиса прячется, потому что даже на этом шезлонге ей сидеть запрещено. Кипяток, да? Еще немного выше, чтобы посмотреть остальные горячие бассейны, но я в горячей воде не плаваю, поэтому мы посмотрим. И я с Алисой пойду в детский бассейн, чтобы она плавала. Потому что она уже плачет, да. Потому что обиделась, что она не плавает. А я с мамой останусь пока здесь в горячих. Лесенки везде и ручейки термальные. Холодная. Мы идем туда. Я постою здесь, не замочу. Возле каждого бассейна написана температура воды. 40 градусов здесь вода. Мне хорошо, остальным горячо. Мне тоже здесь уже горячевато. Мы будем сейчас идти к детям охлаждаться. Написано, что в этом 40-градусном максимум 3 минуты можно находиться. А еще здесь есть гроты и различные сауны в пещерах. Хотела вам показать сауну в гроте, а это невозможно. Там такая температура, заходишь и телефон сразу запотел, ничего не видно. Этот кусочек снят через замочную скважину, представляете? Это купол единственного крытого бассейна в комплексе, который мы вам показывали изнутри. Я стою на возвышенности и слышу, как Алиса кричит там за этим бассейном детский. И я ее слышу отсюда. Мы обошли комплекс по кругу и вернулись вот сюда. А здесь знакомые все лица. Ку-ку. А где все дети? Никого нет. Вы одни здесь? Да. Детская зона маленькая. Шезлонги. Рядышком есть туалеты и переодевалка. Второй бассейн. И больше сейчас никого нет, кроме нас. Я залезла в лягушатник. Вообще погода сегодня хорошая. Не жарко, ветра нет. Шикарно просто.
Не, без жилета нельзя. Я сейчас отойду в большой бассейн, ты не будешь без жилета. Алис. Максимальная глубина. Хотим рассказать быстро, что понравилось, что не понравилось в комплексе. Если вы вдвоем с мужем, да, или у вас взрослая компания, шикарно. Эти бассейны, разные уровни. Вы в одном полежали, в другом, переходите. Ну, это кайф реальный. Но, если вы с маленькими детьми до 11 лет, удовольствия вы не получите. Это будут просто, вот знаете, расстройства и негатив, потому что вас везде будут гнать с этим ребенком, бежать к вам, охранники бегут, она плачет, хочет тот бассейн, даже на шезлонгах не разрешают ей посидеть. В общем, с маленькими детьми, с такими, здесь делать нечего. Либо, если вы хотите за 150 евро вчетвером посидеть вот в этом лягушатнике целый день и получить удовольствие, тогда ок. Ну, вот это, конечно, огромный минус этого всего Посейдона. Мы приехали сюда примерно в 10:30, и вот сейчас 2 дня, и нам еще домой не особо хочется, поэтому вот закрывается сколько, в 7? 7 вечера. Вот я думаю, мы до 4 посидим еще. Из таких нюансов, что нужно знать. Без шапочек вас не пустят ни в один бассейн. Шапочки продаются здесь, мы уже говорили раньше, 2,5 евро она стоит. Но, есть одно но. Если вы придете в своей кепке, либо в своей какой-то шляпе с полями, либо в шапке-ушанке, неважно, вас пустят в бассейн. Логика просто железная. На пляж этого комплекса можно прийти бесплатно и просто полежать и поплавать, но если вы захотите подняться сам в комплекс, то у вас не получится, потому что там турникеты, нужно будет пропикивать свой браслет. Еще тут такая система, что чем ниже бассейн, тем теплее и нормальная температура они, а тем выше, то вода становится горячее. И вот бассейны на один этаж ниже нас, они уже под 40 градусов, и мне, если честно, очень жарко, и я в таких не плавала. Самые низкие возле пляжа бассейны, нормальные. Струи горячей воды просто падают с гор. Вода горячее, чем внизу, но не такая горячая, как наверху. Мы сейчас на среднем уровне находимся, и Тая не хочет лезть, а я хочу залезть. У нас просто, мы с бабушкой уже с Алисой устали плавать, а мама еще. Я вообще не понимаю, как можно устать плавать. Как это возможно? Мне эта шапочка голову передавила, пока нет охранника называется. Ходит охранник и смотрит, чтобы Тая без шапочки не залезла в этот бассейн. Кто приедет в середине лета, здесь будет народу куча. А сейчас посмотрите. Островок в форме черепашки там вдали. Дождь усиливается, мы идем под крышу крытого бассейна, спрячемся. Нам пора собираться. А в следующие дни мы покажем вам другие термальные комплексы и вообще разные горячие источники, которые есть на острове Иске. Зашли в супермаркет, размер колбасины такой. Мы уже уехали с термальников и через час в супермаркете вспомнили, что забыли Алисин жилет. Я вернулась, здесь рядышком, мы живем буквально в 2 километрах. И забрала, потому что ей же надо в чем-то плавать последующие 8 дней. Не успели вернуться в дом, Алиса там уже делает лед. Изготовитель льда. Что ты там сделала? Покажи. Боже мой. Какой ужас. А кто это убирать будет? Сейчас все будет мокрое здесь. Алиса, я думаю, чем она стучит по голове? Все, чтобы все убрала, пожалуйста. И виноград вот этот ты ела, убери за собой.